Екатеринбурга, Свердловская область. Сегодня должна проехать Тюмень, но там посмотрим. Встала я на обед и решила сделать макарошки с тушенкой. И хочу сказать, что южкоролинская тушенка очень-очень сильно испортилась. Так что больше я вам ее рекомендовать не буду. В общем, мяса здесь нету. Остались одни сиськи, письки и хвосты. Раньше хоть куски мяса были, а сейчас вообще непонятное какое-то желе. Какие-то, есть вот намеки на прожилки мяса, но вот все. Все остальное какое-то непонятное желе. Так что вот такие дела. А это, друзья, уже огоньки города Тюмени. Еду по объездной. Тут прям немножечко я ее захвачу. И уже буду искать стоянку, потому что время подходит к концу. Надо спать. Такими вот маленькими шажками. Маленькими по сравнению с тем, как работают в федеральных транспортах. Конечно, это маленькие шажки. До Омска остается 625 километров. Завтра, думаю, бежать до Омска. Время 6:24 по Москве, 8:23 по местному. Я выехала, стояла свои 11 часов, как положено. Все как правильно. Всегда заезжала на эту стояночку. Стоянка Ушмаковых. Кафешка. Что-то как-то она меня сегодня подразочаровала. Выбор небольшой. Цены у них подросли. Понятное дело, что, наверное, не все так легко справились с последствиями коронавируса. В общем, какое-то разочарование небольшое. Друзья, знаете, что самое неприятное может случиться с вами в рейсе? Помимо простуды на губе, которую вы сейчас лицезреете, еще вы можете отравиться. Да. И потерять кучу времени, здоровья, денег. Я сегодня всю ночь практически не спала. Меня выворачивало наизнанку, а сейчас вот в перерыв я стою. Попробую сейчас приготовить себе каши, хотя бы каши покушать. Спасаюсь горячим чаем, активированным углем. И побольше пью жидкости. Вот такие вот у меня дела. Скоро будет видео. Я не успеваю монтировать, потому что у меня рейсы. Я очень много работаю. И мне просто не остается времени на монтаж. Вы уж меня извините, но буду стараться выпускать видео чаще. Заставила я себя сварить кашу. Добавлю в нее нормобакт. Это для восстановления микрофлоры кишечника, потому что вообще что-то ужас какой-то. Что со мной творится. Сейчас кушаю и поеду дальше. 200 километров, и мой путь закончен. Я прибуду в город Красноярск. И на подъезде меня встречает такой буран. Всю дорогу я ехала по сухому, за исключением Москвы. Там тоже был снежный коллапс. СМИ почему-то все свалили на фуры. Что фуры устроили этот коллапс, а не отсутствие снегоуборочной техники. Надо было, говорят, фурам запретить въезд, и тогда бы все было замечательно. Тогда бы, наверное, Москва рисковала бы с голоду помереть. Да ладно. Еще там цепи обязательно, чтобы без цепей въезд запрещен. А ничего, что на цепях длительное время, длительное расстояние ехать нельзя. Тем более уж весь МКАД. Видимо, люди вообще не вкуривают, что такое цепи, и как с ними вообще работать, и что с ними делать дальше. А я пробираюсь сквозь снежные преграды. И сегодня уже буду ночевать на регионе. Стояночка «Регион». На этой стоянке я провела длительное время. Когда приехала в Красноярск
И ребята подарили мне Сканию, поэтому мне уже стоянка эта стала чем-то родная. Я сегодня буду там ночевать, постираюсь, все свои дела сделаю, приберусь. Ну, есть чем заниматься. Осталось буквально 30 километров. Но эти 30 километров, конечно, даются с большим трудом. Дорога скользкая, неприятная, ничего не посыпано. В общем, я не вижу впереди ничего. Встречку что видно, а вот задние стопы, впереди едущей машины вообще не видно. А вот сейчас уже видно стало. Потому что тут то ли туман, то ли дымка какая-то, помимо снега. Настоящий буран. А оранжевый такой свет, свечение, это уже огни Красноярска светится. Вообще ничего не видно. Вот впереди машина едет, вам видно? А мне нет. А она есть. На улице минус 20, ветер. Настало самое время выгрузить елочки. Все обледенело, друзья. Ужас. Заиндивело все. Свой любимый крючок доставать, чтобы открыть крышу. Ой, мамочка. Без разницы. Вот так же, в этом же блоке. Да, и упирайтесь. Половина сделана, осталось еще половина. Сейчас свободу конструкциям. You're the reason why